Всем привет! В этом видео речь пойдет про накладку Gold Arc 5 от китайской фирмы DHS. Конкретно про версию 42,5 градуса, которая является более мягкой из двух существующих. А еще есть версия 47,5 градусов. Она жестче и мощнее, но и более требовательная к технике, чем версия 42,5, которую я тестировал и о которой расскажу подробно. Есть еще другие накладки в серии Gold Arc с другими номерами в названии. Про них сейчас речь идти не будет, хотя они тоже доступны в нашем магазине. Толщина губки у накладки 2,1 мм. Также имеется толщина 1,8 мм. Других толщин встречать не доводилось. Тестирование проводилось на основании OFF-. Накладка произведена в Германии на заводе ESN, то есть там же, где делаются накладки Доник, Андра, Ксиом, Типхар и так далее. То есть, где делаются все немецкие тензоры. Фирма DHS сообщает, что разработка этой накладки велась совместно с игроками китайской сборной Ван Ликин и Малонг. Подчеркиваю, что в отличие от подавляющего большинства других накладок фирмы DHS, сделанных в Китае, это сделано в Германии и относится к классу немецких тензоров, то есть накладок с нелинейным отскоком и выраженной катапультой. Если термин тензор вам не вполне понятен, и вы хотите узнать больше о том, что это за тип накладок и каковы его характерные отличия, то у нас есть видео с подробным рассказом о том, что такое тензоры, как они произошли и все такое. Ссылка под роликом. Накладка мягкая, вес 45 грамм, когда накладка обрезана по размеру обычного атакующего основания. Это средний вес. Для сравнения, очень легкий вес для гладкой накладки это супер мягкий тензор Dr. Neubauer Domination Speed Soft с весом 37 грамм при таком же размере. Вес больше среднего это Inhibic диперы и Apollo, у которых вес может быть 50 грамм и чуть больше в зависимости от жесткости губки. Речь идет только про гладкие накладки, так как длинные шипы без губки могут и намного меньше весить, в районе 20 грамм. А бывает и 60 грамм вес у обрезанной накладки. И такие тяжеловесы можно найти, если хорошо поискать. В общем, Gold Arc 5 с губкой 42,5 это не тяжелая накладка. В игре первое, что я заметил, это то, что мне очень приятно ею подрезать на столе. А в дальнейшем все остальные элементы было тоже очень приятно исполнять. Речь не об управляемости мячом, а именно об ощущениях от ударов ракеткой по мячу. Я привык к средним по жесткости резинам и жестким. А такие мягкие резины, как эта Gold Arc 5, для меня непривычны, но почему-то сразу ощутил удовольствие от каждого взаимодействия с мячом. Я полагаю, это можно считать сильной стороной накладки. Играешь и кайфуешь. И хочется ей продолжать играть. Множество теннисистов любят мягкие тензоры именно за это. Думаю, популярность этого типа накладок в значительной мере обусловлена именно этой приятностью. Хотя, конечно же, есть и игроки, кто любит накладки пожестче. По скорости Gold Arc 5 на губке 42,5 довольно быстрая и агрессивная, несмотря на мягкость. Скорость где-то средняя для атакующих накладок. То есть накладка не из категории самых быстрых, но и, конечно же, не из категории чисто универсальных или имеющих небольшой уклон в атаку. Это довольно резвая и агрессивная накладка, которой можно играть в силовую игру даже на основании OFF-. Но, к слову, Gold Arc 8 будет побыстрее. Во время тестирования у меня создалось впечатление, будто накладка сама попадает в стол. Но при просмотре отснятого видео я понял, что это не так. Все как обычно у хороших накладок. По-видимому, кайф от игры создает такое впечатление, и это влияет на настроение в игре. По крайней мере у меня. Настроение улучшается. Топспины у накладки великолепны. Исполнять их очень приятно. В том числе по мячам, которые за пределами стола опустились до уровня столешницы. Так что, наверное, можно сказать, что основное предназначение этой накладки – серийное исполнение топспинов. Вращение можно делать разное, и умеренное, и очень сильное. Неоднократно были моменты,
когда соперник недооценивал силу приходящего вращения от топспина. При игре топспином у стола на основании off-минус скорость вращения, остроту, управляемость и комфорт можно оценить на 10 по 10-бальной шкале. Я обращаю ваше внимание, что речь о комплексной оценке. Если рассматривать отдельно остроту топспина и сложность для соперника, то, например, накладкой Inge Big Dipper на губке 38 можно сделать более злобные топсы. Big Dipper был у меня под рукой, и я попробовал для сравнения. Big Dipper для тех, кто любит мягкие накладки, заметно уступает в комфорте, а также в легкости исполнения. А это довольно существенные параметры. Подчеркиваю, это именно для тех, кто любит мягкие накладки. А есть ведь и те, кто наоборот больше любит жесткие. Для меня всегда было важнее получить более острый топспин. Но признаюсь, я бы, наверное, предпочел играть Gold Arc'ом, потому что он очень приятен при каждом отыгрыше по мячу. А острота ее топспинов лично меня бы устроила. Но это дело вкуса. У каждого игрока свои вкусы и потребности. Кстати, раз уж зашли сравнение с Big Dipper, то разные обзоры и даже сравнения разных версий с другими накладками у нас уже сделаны и опубликованы на канале. Смотрите ссылки под роликом. Что еще сказать? Блоки отлично. Плоские удары тоже. Когда топсоориентированный игрок получит завышение, то сможет комфортно пробить его плоскочом. Из того, что я тестировал ранее, могу также сравнить с тензором Dr. Neubauer Goliath Speed 2. Gold Arc 5 мягче, а катапульта мощнее и раньше включается. То есть по скорости Gold Arc 5 в целом быстрее Голиафа. В целом это значит в основном, в большинстве ситуаций. Хотя если взять топ-спин изо всей силы и мощи, отойдя от стола, то тут более жесткий Goliath Speed 2, наверное, выдаст чуть более мощный результат. Но Gold Arc 5 по сравнению с ним чуть более требовательна к технике. Хотя в целом она не предъявляет высоких требований в этом плане, в отличие от подобных накладок, обладающих гораздо большей скоростью. Угол выброса мяча у нее, наверное, чуть выше, чем у Goliath Speed 2. Линк на подробные обзоры Голиафа вы можете найти под этим видео. Подведу итог. Я не играю тензорами, и в целом они мне не по душе, в отличие от гибридов. А этот мне понравился. Я бы мог им играть с удовольствием. Наверное, прикосновение Малонга сыграло свою роль, и получился приятнейший тензор, который позволяет играть в агрессивный силовой теннис и дает максимальный диапазон возможностей при исполнении топ-спина и вообще любой атаки. Вкручивайте топ-спины в стол и наслаждайтесь. Через несколько дней после окончания тестирования мне в руку попало еще несколько гладких накладок. И я обнаружил, что одна из них напоминает мне Gold Arc 5. Я наклеил их вместе на основание и несколько минут отыграл. Действительно, они оказались довольно похожи по характеру. Накладка называется Inge Venus 3 Soft. Чувство и характер игры у накладок очень похожи, но различия есть. Venus немножко мягче, и по-видимому из-за этого он медленнее. Ее пружинистость будто немного замирает во время выталкивания мяча, и затем он летит немного слабее по сравнению с Gold Arc'ом. Это касается игры в атакующем стиле. Однако, если подумать про игру в защите, то тут Venus 3 Soft должна проявить себя гораздо контрольнее, так как все подобные накладки от Inge обладают очень высокой управляемостью в защите. И те, что помягче, и самые жесткие, и даже самые быстрые из них. Но при этом, конечно, и разница в цене у них существенная. Gold Arc стоит $36, а Venus 3 $14. И ей тоже можно хорошо играть. Конечно, такая разница в цене обусловлена в значительной степени тем, что Venus 3 сделана в Китае и вообще от фирмы с другой ценовой политикой. У Inge в целом цены гораздо ниже, чем у DHS. Тогда как Gold Arc 5 сделана в Германии, а немецкие накладки не бывают такие дешевые, как китайские, к превеликому сожалению. Хотя надо отметить,
что Gold Arc 5, как немецкий тензор, стоит недорого, практически минимально, а большинство немецких накладок стоят дороже. Так что поклонникам мягких немецких тензоров на эту накладку обратить внимание стоит. А если накладка с такими свойствами, как у Gold Arc 5, вам может подойти по игре, то, наверное, стоит и попробовать. Итак, накладка Gold Arc 5, мягкий немецкий тензор, по скорости умеренно атакующая, не супер быстрая, предназначена для разнообразной атаки и пригодна для игроков любительского и прогрессирующего уровня. Тогда как игроки очень высокого уровня и очень агрессивного стиля игры, наверное, найдут ее слишком мягкой и недостаточно быстрой. Пишите в комментариях, если тоже играли накладкой Gold Arc 5. Каковы ваши впечатления и насколько вы ей довольны. Также и про ее долговечность можете написать, так как я играл ею недолго в режиме тестирования. И мне невозможно судить о том, насколько она износостойкая. Купить накладки из серии Gold Arc, а также иные упомянутые в этом видео, вы можете по ссылкам под этим видео. Покупать что-то в нашем магазине — это всегда очень хорошая благодарность нам за наши видео, если они вам нравятся и полезны. Также, если вам понравился этот обзор, не забывайте ставить лайки и делиться ссылкой, и подписаться на наш канал, и нажать на колокольчик, чтобы включить уведомления. И напоследок я хочу напомнить вам, что все обзоры на нашем канале делаются для того, чтобы помочь вам сэкономить время и деньги, чтобы вы могли узнать из наших обзоров о свойствах интересующих вас накладок и оснований, и заранее составить представление, что может вам лучше подойти, или наоборот, уберечь вас от покупки неподходящего. С этой же целью на сайте магазина TT Maximum построена подробная система фильтров и разнообразных характеристик, помогающих разобраться в том, на какую тему та или иная накладка или основание, и какими свойствами они обладают. Так что заходите к нам на сайт, а если нужна помощь и консультация по выбору, пишите на указанные на сайте контакты. Мы поможем вам принять более правильное для вас решение.